Здравствуйте, друзья и подписчики нашего канала. Меня зовут Виолетта Озеркан, и вы на канале Vita & Luck. В этом видео мы поговорим с вами о многих ситуациях, которые возникают при сдаче комплекса в эксплуатацию и при заселении, при оформлении квартир в собственность. Все, что связано со сдачей комплекса. И каждый год у нас возникают разные ситуации, бывают очень интересные случаи, и поэтому в этот раз мы еще раз хотим проговорить некоторые моменты. Очень много вопросов поступает от наших клиентов. Есть какие-то наглядные ситуации, которые я считаю, что нужно разобрать и донести. Для кого-то, может быть, это тоже будет ответом на вопрос. Поэтому погнали. И начнем с самого часто встречающегося вопроса, который поступает регулярно от наших клиентов. Практически каждый год к сдаче комплекса мы сталкиваемся с этим. Можно ли оформить квартиру в собственность когда-то потом? То есть комплекс сдается, допустим, сейчас в июне или в июле, да, можно ли мы приедем там через полгода, а я смогу приехать только в декабре, а я смогу только приехать, не знаю, там через год. Ну, это, конечно, ваше право, вы сделать так можете. Застройщик всегда заявляет сроки, в которые можно с минимальными затратами, да, приехать и оформить на себя эту квартиру. Просто так квартира, оформленная на застройщика, не может, она может, конечно, находиться оформлена на застройщика, но нужно задать себе вопрос. Юридически, буду ли я застрахован в этой ситуации, когда я заплатил все деньги за эту квартиру застройщику и не оформил ее в собственность? Что такое застройщик? Да, застройщик – это юрлицо, которое может обанкротиться, да, которое не застраховано от каких-то ситуаций, там, какие-то судебные тяжбы. Куча ситуаций, уйма ситуаций можно перечислить, из-за которых вы рискуете. То есть вы можете потенциально рисковать вообще своим имуществом. Вот. И поэтому зачем затягивать, когда можно приехать в сроки? При этом, при всем, мы должны понимать, что каждый год пошлины на оформление, они повышаются. В каких-то ситуациях застройщик вынужден будет оформить квартиру, она не может быть оформлена на юрлицо, да, есть какие-то моменты, когда ему нужно оформить на какое-то физлицо, то есть на себя или на своих родственников. Это уже юридические аспекты, это уже отдельный вопрос, но бывают такие ситуации, когда это нужно сделать. Опять-таки, вы здесь рискуете и зависите от этого человека, на кого он оформил. Поэтому застройщик объявляет какие-то вменяемые сроки после сдачи. Допустим, комплекс сдается в июне, пожалуйста, будьте добры приехать до конца июля на оформление. И в этом случае вы не понесете никаких дополнительных оплат и так далее. Вот. И юридически для вас это будет правильно, чисто и грамотно. То есть, пожалуйста, друзья мои, конечно, принимать решение вам. Приезжать вам через год и оставлять все на самотек, да, и так далее. Я бы так не делала. Вот, поэтому ответ на этот вопрос мой, как всегда, нет, пожалуйста. Вы должны понимать, когда вы подписываете еще на этапе договора, посмотреть, когда сроки сдачи. И раз уж вы решили купить квартиру в Турции, то нужно запланировать, что вы можете приехать на оформление в какие-то сроки. Если вы не можете приехать на оформление, и мы переходим к следующему часто встречающемуся вопросу, можно ли оформить квартиру, не приезжая удаленно? Конечно, можно, но есть определенные нюансы. Сейчас во многих представительствах Турции, то есть в турецких консульствах в разных странах есть разные требования. С чем это связано, непонятно. Но в Турции многое так работает, мы уже об этом знаем, что здесь вот в одном отделении одно вам говорят, в другом отделении другое. То же самое и с консульствами. Вот мы столкнулись с ситуацией, что, например, в каких-то странах Европы, например, по-моему, в Латвии было или в Литве последнее, вот у меня клиент обратился в консульство и сказал, что ему нужно оформить доверенность на покупку недвижимости, что он не может поехать, а ему нужно уже оформлять ее в собственность, на что ему ответили, что делайте через нотариуса,
Вот, мы такие доверенности выдавать не уполномочены. Делайте через нотариуса, переводите, ставьте апостиль. Но в этой ситуации мы не можем гарантировать 100% результат, потому что такую доверенность может не принять кадастровая палата. Мы с таким уже сталкивались. Тут уже, знаете, можно попробовать, но не факт, что ее примут, потому что ситуации были такие, когда через нотариусы и апостили все это было соблюдено, то есть перевод, апостиль и так далее, но такая доверенность не проходит. Например, с Россией почему такая ситуация? Потому что вот в России, например, на такой доверенности нет фотографии, да, а в Турции есть. И вот только из-за этого формата не проходит, например, вот такая вот доверенность. Оформить удаленно можно, если вы связались с ближайшим консульством и вас удостоверили в том, что они могут оформить такую доверенность. Как правило, консульство спрашивает образец текста, у нас он есть, мы отправляем нашим покупателям, они показывают в консульстве, и они им говорят, что да, такую-то доверенность мы можем вам оформить в ближайшие сроки. Какие документы требуются для оформления доверенности? Это паспорта доверенных лиц, на которых доверитель будет оформлять эту самую доверенность. И если вы хотите оформить доверенность и провести сделку удаленно, нужно связаться с ближайшим турецким консульством. Связаться с ними вы можете, написав им на официальный сайт, они обязаны вам ответить в течение нескольких дней. Либо, если там указаны какие-то контакты и можно позвонить. С чего нужно начать, если вы понимаете, что вы не можете приехать на оформление и хотите оформить сделку онлайн? То есть оформить документы на собственность онлайн. Первый ваш шаг, вы должны позвонить в ближайшее консульство и узнать, могут ли они вам выдать доверенность на покупку недвижимости. Вы можете связаться с нами, мы высылаем вам текст доверенности, вы отправляете их в консульство, да, они вам дадут какие-то контакты, там обычно на их сайте есть номер телефона, либо вы пишете email, сначала узнаете, да, и отправляете им текст, они говорят, что да, мы можем вам выдать эту доверенность, все, проблем никаких нет. Затем второй ваш шаг, вы связываетесь с нами, если вы являетесь нашим покупателем, конечно, вы связываетесь с нами и узнаете, можем ли мы за вас взять налоговый номер. Конечно, если в том случае, если у вас нет турецкого налогового номера, потому что у некоторых наших клиентов он уже есть, потому что они до этого уже либо покупали недвижимость в Турции, либо работали здесь, и поэтому у них есть налоговый номер. Вот, если у вас есть налоговый номер, и консульство вам не отказало, сказали, что могут оформить, все, мы можем приступать с вами к удаленной сделке. Но если сложилась такая ситуация, что у вас нет налогового номера, и тогда вы должны связаться с нами, мы постараемся из системы получить налоговый номер за вас. В каком случае мы можем его получить? Если вы въезжали в течение какого-то времени, какого конкретно не могу назвать, как всегда это также рандом, да, здесь иногда бывало, что человек не въезжал в Турцию всего год, и мы не могли получить налоговый номер, а кто-то из наших клиентов 5 лет не въезжал в Турцию, мы ввели в систему паспортные данные, ввели имена родителей, и система нам выдала налоговый номер. Вот опять, и даже система здесь у нас в Турции работает по-турецки и не перестает нас удивлять. Поэтому ваш следующий шаг – вы должны, после того, как вы связались с консульством, они вам дали положительный ответ, связывайтесь с нами, передаете нам ваши паспортные данные, если у вас нет налогового номера, пишите нам имена ваших родителей латинскими буквами, как если бы они были написаны в международном паспорте. Все, этой информации нам достаточно для того, чтобы мы получили за вас налоговый номер. Получается он в течение 1 минуты, мне поверьте, то есть это можно сделать за 1 минуту, если в системе отобразились ваши данные при въезде. Вот когда вы въезжаете в Турцию, на паспортном контроле у вас берут паспорт. Этот паспорт сканируется, и данные отправляются в систему. И вот если эти данные четко отображены в системе, как правило, не возникает вопросов с тем, чтобы получить за вас налоговый номер.
Но бывали случаи, что клиент, например, заезжал по одному паспорту, выслал нам другой паспорт. Например, это часто бывает у граждан Германии, потому что они по своему внутреннему паспорту могут въезжать. И в итоге вот такая путаница получается. Мы пробуем по одному паспорту, по другому паспорту, а в итоге оказалось, что он въезжал по паспорту, который просрочен. Ну и, соответственно, все, теперь нужно въезжать по новому паспорту. И получить налоговый номер можно только будет после въезда. Как мы выходили, например, из таких ситуаций? Вот сейчас у нас летний сезон, сдается комплекс Блюестин. Я говорила, наверняка, вот вы планируете отдых куда-то, да? Если вы планируете отдых в Турции, вы можете сами приехать, во-первых, оформить эту доверенность, вам не нужно ждать будет в консульстве очереди и так далее. Вот несколько моих клиентов так и сделали. То есть они поехали в Анталию отдыхать, нашли ближайшего нотариуса, оформили доверенность у нее, отправили нам фотографию этой доверенности, мы по единой нотариальной системе эту доверенность распечатали без проблем. Стоит это примерно около 2000-2500 лир, чтобы распечатать по нотариальному коду, да, который они там видят на фото этой доверенности. И, например, были клиенты, у которых налогового номера не было, и мы не могли за них получить этот номер, не выдавался всем по непонятной причине. Также я посоветовала им сходить в налоговую. Мы посмотрели с клиентами по карте, где ближайшая налоговая находится относительно их отеля. Они пошли туда и даже не зная языка, просто пришли, включили телефон, я по телефону объяснила работнику налоговой, что нам нужно. Им выдали налоговые, они мне его сфотографировали, отправили, все, и мы вышли из этой ситуации. То есть налоговый номер – это еще один необходимый документ на сделке. Если нет налогового номера, без него сделка не пройдет. Поэтому и не стоит дальше уже какие-то планировать движения с доверенностью, походом, поездкой в консульство и так далее. Поэтому это тоже очень важно. Обязательно прошу вас, связывайтесь с нами, не стесняйтесь нам звонить перед тем, как вы запланировали оформление своей квартиры. Вот потому что опять-таки у нас был недавно случай, не совсем, это было 2 недели назад, когда клиенты запланировали свой приезд, приехали и сказали: все, мы готовы к оформлению, у нас есть 3 недели. А вот не получалось у нас за 3 недели, потому что там не было лица уполномоченного подписывать, да, в том случае это был хозяин участка, он уехал в Швецию, и вот они зря приехали практически, там нам пришлось перевернуть, не знаю, весь Мерсин и Швейцарию, как говорится, связаться с этим хозяином участка, и все-таки получилось им оформить квартиру в собственность. Но я прошу так не делать, не ставить нас в такие затруднительные ситуации, и себя, и нас. Обязательно связывайтесь с нами заранее. Если вы являетесь владельцем квартиры в комплексе Блюестин, но еще не зарегистрировали эту собственность на себя, пожалуйста, поторопитесь, потому что у вас осталось не так много времени. Застройщик дал опять-таки сроки до конца июля приехать на оформление. И следующий вопрос, который часто поступает к нам от наших покупателей, это можем ли мы приехать на оформление и сразу же подключить коммуникации, электричество, воду и так далее. К сожалению, это не всегда получается, потому что оформить абонента на электричество, на все коммуникации, на воду и так далее можно только после того, как получен искан. А когда у нас сдается комплекс, искан можно получить в течение месяца, 3, кто-то 4 месяца получает. Наши застройщики, с которыми мы работаем, в основном получают искан в течение 1 месяца. Это достаточно быстро. И если у вас в запасе всего неделя, конечно, вы не успеете оформить все коммуникации. Что можно сделать в этой ситуации? Можно пойти к нотариусу, вы оставляете доверенность, и мы уже без вас можем в дальнейшем, когда вы скажете, подключить коммуникации, допустим, к вашему приезду. И следующий вопрос – это обязательные платежи, связанные со сдачей комплекса и, собственно, заселение уже в этот комплекс. Когда у нас комплекс сдается, застройщик назначает управляющую компанию, и на первом собрании принимается решение, какой будет айдат в этом комплексе. Обязательно нужно за этим следить. Мы уже много раз освещали этот вопрос в наших видео. В год по нескольку раз мы поднимаем этот вопрос, и все равно его задают
наши покупатели нам спрашивают, а можем ли мы, например, написать, вот недавно, да, такой был, написать расписку о том, что я не буду проживать в этом комплексе с такого-то месяца по такой и не платить айдат. Даже если вы не будете проживать в этом комплексе, этот комплекс будет функционировать, будут выплачиваться зарплаты, там, я не знаю, персоналу, там, охрана, если есть в комплексе, садовник, там, уборщик, да, территории, там, будет функционировать лифты, за этими лифтами нужно смотреть, там, не знаю, вызывать какую-то службу, чтобы их проверяли время от времени и так далее. И все это требует вложений, денежных средств, соответственно, из этого будет складываться айдат. И живете ли вы там или нет, вы имеете квартиру в этом комплексе, этот комплекс функционирует, да, там все работает, и за это нужно платить коммунальные услуги. Вот, поэтому айдат нужно платить обязательно. И когда вы приезжаете на оформление, если уже назначена управляющая компания, вам обязательно нужно вступить в домовой чат. Сейчас, кстати, про чаты я вообще отдельную историю вам расскажу. И как бы есть официальный чат. Это обычно его создают застройщик и управляющая компания, а также агентство недвижимости, с которым вы сотрудничали, да, покупая эту квартиру. И вот они, как правило, являются админами. И в этом чате объявляется какая-то официальная информация. Как правило, в этом чате можно только читать эти сообщения, вы не можете туда написать вы можете в личку, например, лично мне там, или там застройщику, если вы, я не знаю, какие у вас есть контакты, да, вот. И в этом чате будет размещена официальная информация. Там будут размещены реквизиты управляющей компании. Например, если вы не присутствовали на собрании и уже был принято решение, какой будет назначен айдат, там будет все это опубликовано, и вы, узнав все это, должны будете на реквизиты управляющей компании перечислить эти деньги. Каким образом вы это сделаете? Я всегда советую, когда вы приезжаете на оформление, если у вас еще нет турецкого счета, обязательно откройте турецкий счет в Зираат-банке. Для открытия счета сейчас требуется, например, вот в нашем отделении Эрдемли требуется для иностранцев, чтобы вы при открытии счета имели с собой $3000 или евро в валюте, можно какую-то сумму в лирах, это тоже можно уточнить, и эти деньги вы положите на свой счет, как на депозит, они будут заморожены на 10 дней, и затем вы можете этими деньгами уже распоряжаться. Вот. И при этих условиях вам откроют счет в турецком банке, у вас будет лировый счет, евровый счет и долларовый счет. Вот. И, пожалуйста, имея счет в турецком банке, вы не столкнетесь с трудностями при оплате коммуникаций. То есть все, без проблем. У вас есть вот этот общий домовой чат, в котором указаны реквизиты управляющей компании. Как правило, информация в этих чатах дублируется на турецком и на русском языке. Вот сейчас создается комплекс Блюстин, и есть официальная группа Блюстин, в которой регулярно застройщик и управляющая компания делают какие-то объявления, и я обязательно перевожу. Управляющая компания, у них есть свои русскоязычные сотрудники, застройщику переводим мы. Вот наши менеджеры сразу же дублируют все на русском языке. Вот информации доверять можно только официальным. Есть неофициальные группы, которые создают сами там, владельцы этих квартир, собственники жилья. И они могут быть разные. В этих группах может обсуждаться все что угодно, могут размещаться какие-то домыслы, слухи, могут кого-то принять в эту группу, могут кого-то выгнать из этой группы. Вот у меня недавно была ситуация, у меня клиентка одна просто, вот честно, я спокойный человек, но она меня просто, может, довела, можно сказать, до вот такого нервного срыва. Среди ночи причем, начала мне писать вот касплоком с восклицательными знаками: какого вы имеете право выгнать меня из... Я надеюсь, она услышит, кстати, это видео и до нее, потому что до нее так и не дошло. Я ей пыталась объяснить, она не понимала меня, не слышала или не хотела слышать. В общем, вот с восклицательными знаками, касплоком мне вот такое написала сообщение о том, что
какое вы имеете право выгнать меня из группы, я право имею высказывать свое мнение и так далее. Я говорю, вы о чем говорите? Пожалуйста, давайте спокойно с вами общаться. Сейчас вот она такая мне говорит о том, что вы меня выгнали. Я говорю, я вас не выгоняла. Есть официальная группа, вы в этой группе состоите. Она, где я, кто я не состою в этой группе. Она вообще не знала, что она там состоит в этой группе и так далее. И вот у нее было такое вот эмоциональное, знаете, недоумение, почему выгнали ее из группы. Она не хотела слышать меня, что я ее не выгоняла из группы, что вот у нас есть единственная официальная группа и так далее. Поэтому, друзья мои, пожалуйста. И вот этот диалог у нас длился с ней, наверное, час. Потом я поняла, что человек меня не слышит. Я ее отметила в этой группе и написала, что мы не несем ответственность за какие-то неофициальные группы. Группу может создать любой, ну это понятно, да, любой человек, там пригласить своих друзей в эту группу и начинать обсуждать там всех. Захотели, поссорились, кого-то выгнали. Я за это ответственность не несу, поэтому ко мне, пожалуйста, претензии не предъявлять. Но я думаю, в принципе, адекватные люди это понимают. Вот. Но я вам рассказываю все ситуации комичные, которые просто, и не комичные, которые просто происходят у нас вот каждый год, у нас что-то интересненькое такое тоже бывает. В общем, да, доверяем только официальным группам и читаем объявления только в официальных чатах домовых. Вступать туда обязательно, потому что как вы еще узнаете о том, что у вас какие-то изменения, какие-то дополнительные платы собирают, а если вы не знаете, это не исключает вашей ответственности. То есть вы все равно несете ответственность. Если был назначен там повышенный айдат, а вы не знали об этом и не оплатили, и за вами числится долг, то на вас имеет право завести административное дело через адвоката управляющей компании. Поэтому будьте в этом случае внимательны. Мы уже снимали про это видео. И следующий вопрос, который я хотела бы поднять, это декларация. После того, как вы получили ТАПУ, вашу недвижимость обязательно нужно задекларировать в муниципалитете. Таким образом, вы оповещаете муниципалитет о том, что вы приобрели недвижимость, и теперь вам муниципалитет будет насчитывать ежегодный налог на недвижимость. И сюда будет входить также налог на охрану культурных ценностей, на вывоз мусора и так далее. Вот. Если вы не задекларировали эту недвижимость в течение года, у вас есть еще 3 месяца, в течение которых вы можете пойти и задекларировать эту недвижимость. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте этот вопрос, потому что часто тот, кто покупает квартиру сам или через каких-то помогаек, они об этом не знают, и потом, о, сюрприз, через 2 года выясняется, что есть штраф. Вот штрафы, правда, начисляются на самом деле не очень большие и вполне, в принципе, это не такая какая-то страшная прям трагедия будет, но тем не менее, конечно, я призываю всех платить вовремя налог и все делать по закону и вовремя декларировать свою недвижимость. Если вы покупали квартиру через наше агентство, у нас уже все это автоматизировано, скажем так, этот процесс. То есть есть при каждой кадастровой палате есть такие вот конторы, да, скажем так, которые занимаются подачей и отслеживанием документов. Как правило, мы договариваемся с ними, чтобы вы же платите за их услуги, да, вот есть в списке расходов такой пункт, который называется ТКИПЧ. Это вот как раз-таки та контора, которая занимается подачей и отслеживанием документов, передачей информации нам, да, о том, что вот на таком-то этапе находится сделка, но именно приглашение на сделки приходит официально, приходит сообщение на тот номер, который был заявлен в заявке на сделку. Вот. Так вот, эти компании, они должны, по идее, идти и декларировать эту недвижимость, потому что они за свои услуги получают деньги. Вот та компания, с которой мы сотрудничаем, они это делают. Вот, то есть мы подали им документы, все, они занимаются отслеживанием, подают документы и затем декларируют вашу недвижимость уже в муниципалитете. И следующий часто встречающий вопрос – это можно ли ускорить сделку? У меня есть всего 1-2 дня, могу ли я приехать прямо к сделке? Да, это можно сделать, если вы заранее отправите расходы на справку ДАП. Уточняйте у менеджеров, какие расходы нужно прислать, и сделать это можно, если вы из России с золотой короной, либо отправить крипто и так далее, мы вам подскажем пути. И в этом случае вы можете приехать прямо к сделке. Конечно же, это информация для наших клиентов. Резюмируя все вышесказанное, я бы хотела сделать акцент на самом первом вопросе. Можно ли оформить квартиру в собственность
собственность когда-то потом, через год, через 2 и так далее. Еще раз хотелось бы акцентировать, что я не советую это делать. В Турции договор, который вы заключаете между застройщиком и покупателем, да, его можно оспорить. А ТАПУ, свидетельство о собственности, оспорить уже нельзя. Это документ, который говорит о том, что вы единственный неоспоримый собственником, ну или 2 там собственника, сколько они вписаны в ТАПУ, да, вот документ о собственности ТАПУ подтверждает то, что вписанный в нем человек является единственным и неоспоримым собственником этой недвижимости. Все, точка. И я думаю, что это исчерпывающий ответ на вот этот вот вопрос. Если у вас еще остались вопросы касательно недвижимости в Турции, заселения, сдачи комплекса, документации, да все что угодно, да, проживания в Турции, пожалуйста, пишите свои вопросы в комментариях. Не молчите, мы с удовольствием ответим на них в следующем видеоролике. А я желаю вам всего самого наилучшего. С любовью из Мерсина. Пока-пока.